Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. Хочу предоставить вашему вниманию репортаж майкопского телевидения с моим участием, репортаж о печниках. Также прошу вас пройти на канал майкопского телевидения и посмотреть нашу жизнь в Майкопе, чем мы занимаемся, как устроен город. И также прошу вас поставить лайки и подписаться на наши каналы. Ну что, сейчас прошу просмотреть данный клип. С детства все знают сказку «Гуси-лебеди», где одним из выдуманных персонажей была печь. А в сказке «По щучьему велению» на печи передвигался Емеля. И именно на печи вырос и набрался сил русский богатырь Илья Муромец. Печь была в сказках символом тепла и доброты, а в реальной жизни важной частью благоустройства дома, предметом обихода сложной конструкции, но для хозяйства крайне необходимым. Печи использовались и для приготовления еды, и для обогрева в зимние морозы. Из поколения в поколение, от отца к сыну, передавали тайны своего мастерства печники. Даже праздник придумали в честь русской печки. Он отмечается в мае. Вероятно, день этой гениальной многофункциональной конструкции в конце весны потому, что к этому времени холода на Руси отступали. Печь прекращали топить, предоставляя ей летний отдых. Тем самым отдавали дань уважения устройству, которое помогало зимовать в теплых домах, готовить пищу и создавать уют. Помнят ли сейчас о печках в городах и селах? Оказывается, помнят. Профессия печник в нашей программе. Олег Борсук – каменщик, и профессию печника опознал не сразу, признается печных дел мастер. 25 лет он усовершенствовал свое мастерство. В результате достиг уважения среди тех, кто ценит искусство строительства настоящей печи и камина. В какой-то момент я понял, что востребованность есть, надо учиться. То есть это другой уровень, другие перспективы, другое отношение к работе, более творческое, более такая с настроением, с огнем работать. И первый мой объект был мангал. Я этот мангал сделал уже 6 лет. Он работает, под открытым небом стоит, ничего с ним практически не произошло. И в дальнейшем я еще сделал несколько работ, но понял, что одних знаний каменщика недостаточно. То есть надо изучать технологию. Начал изучать технологию. Изучив технологии прошлого века, Олег понял, что они уже не востребованы. В то время еще не изобрели теплоизоляционные материалы, огнеупорный кирпич и стойкие смеси для кладки. Но секреты мастерства раскрываются на собственном опыте, говорит мастер. Изучив технологию по тем документам, учебникам, которые существуют на сегодняшний день, я столкнулся с проблемой, что мои работы дымят. И информации нету. В интернете нигде ничего не написано, каждый своим опытом, ошибками находит какую-то золотую середину и делает уже по натоптанной тропинке. И эту технологию он скрывает и никому не передает. Я сын у меня работал подсобником, мы с энтузиазмом принялись изобретать свою собственную технологию. То есть сделать такой камин, чтобы он работал стабильно, дым шел в трубу, как говорится. Раскроили железо, соорудили макет камина и создали свой идеальный вариант тяги в печи. Мы нашли этот идеальный вариант. Я его в дальнейшем доработал, усовершенствовал, довел, так скажем, не до совершенства, но до такого хорошего состояния. Эта технология оказалась не новая. Я понял, что я был очень близок к тому к решению задачи. После этого мы с сыном уже доработали, и получило это название «Двойной зуб». То есть теперь «Двойной зуб» – это мой бренд. Я эту технологию
реализовал в проектах. Эти проекты успешно реализую по всей земле. В Америке продаются, в Германии, даже вот в Израиле, в Ирландии, в Милане покупают мою технологию. Я ее усовершенствовал, довел до готового продукта, будем так говорить. Немало построил Олег Борсук домов, смастерил десятки конструкций печек, каминов, барбекю, воплотил в жизнь массу собственных проектов. Но русскую печь строить сложнее всего, признается мастер. Печник должен знать законы, по которым движется воздух и дым в дымоходе, накапливается и распределяется тепло. Ему нужно уметь оценивать качество материалов, делать кладку, правильно пользоваться всевозможными инструментами. Все это Олег изучил еще в самом начале своей деятельности. Отопительные печи, ну вот вообще печник, да, отопительная печь, она вообще очень сложная в производстве, в кладке, в строительстве. Внутри спрятана технология. Печка, она сейчас печь уже настолько усовершенствована, доведена до предела несколькими поколениями печников. Каждый вносил свое изменение. Сейчас печи отопительные, ну, будем так говорить простым языком, да, буквально вот охапку дров хватит, чтобы оттопить какое-то помещение. Если раньше весь огонь, да, все в трубу улетало, то сейчас придумали, разработали, как весь этот огонь оставить в печи, чтобы он отдавал свою энергию на обогрев помещения. И в трубу выходит уже практически дым холодный, то есть без тепла. В народе иногда возникают споры, кладут мастера печи или ставят. Некоторые убеждены, что раз уж печь располагается вертикально, а не на боку, то ее ставят. У Олега на этот счет свое мнение. Я бы, наверное, сказал сложить печь. Вот. Сложил по кирпичику, допустим, да. Ну, может, кто-то говорит поставил. Это же все сленг. Тут у кого какие любимые слова в жаргоне, тот такими и оперирует. Так что, я думаю, однозначного нет правильного ответа. Можно и так сказать. Кирпичик к кирпичику, ряд за рядом. Так начинается строительство камина или печи. Сколько же штук кирпичей обычно уходит на одну печь? Мастер говорит, что по-разному. Это зависит от размера отапливаемого помещения. Свою работу печник начинает с расчетов. Печное дело сложная наука. Ему невозможно научиться быстро на общих образовательных курсах. Главное – практика. Опытный специалист знает множество техник и хитростей. Он любит свою работу и подходит к каждому проекту индивидуально. Конструкция зависит от назначения печи. Для дома она, для бани, для летней кухни, сварочной панелью, жерлом для выпекания хлеба, с решеткой для барбекю. А вот печи для обогрева в доме в наше время практически не нужны. Этот раритет уже не в моде. В тренде камины и мангалы, говорит мастер. Чаще всего, конечно, камин используют как эстетическое наслаждение видом огня. Мангалы практически одинаковые по устройству своему, так же как и камины. Ну, я делаю и камины, и мангал с двойным своим зубом. Единственное отличие, что у камина под ровное дно, а у мангала чаша для углей выкладывается. И камин, допустим, полметра от земли, от уровня пола в помещении, а мангал на уровне пояса стоит, чтобы человеку удобно было готовить. Камины, мангалы, большие и маленькие, на всякий вкус и цвет. Каждый хозяин имеет право на свой собственный выбор и свое видение красоты пылающего огня. Моды как таковой не существует сейчас, это очень сложно. По мангалам могу сказать, что у мангалов сейчас тренд баварская кладка. Ну, вообще, даже и дома сейчас. То есть темный кирпич и белый шов. Белый широкий толстый шов, чтобы именно этот белый шов выделяет всю конструкцию. Раньше у нас в 80-х годах был черный шов в моде, вот сажу добавляли, то сейчас перешли на белый шов. В каминах чаще, конечно, в помещении, то есть там кирпич как-то не совсем уютно, когда все отделано внутри. Используют декоративную штукатурку, так называемую византийскую, или же мрамор. Мрамор очень популярен сейчас, он дешевле в несколько раз, чем гранит, но по своему виду он не уступает граниту, там из него вырезают и цветочки, ажурный есть гранит, мрамор.
интересные колонны, точеные рельефные камины. Профессия Олега Борсук старинная и очень ответственная. Это работа с камнем, водой, огнем и дымом. В праздники и в зимние будни топятся печи, горят камины, сделанные руками мастера. Пляшет огонь, трещат дрова. И в уютной атмосфере так и хочется начать сказку. Жили, были, но это уже другая история и другая передача.